что те, кто в прошлом были привязаны к женщинам, получают женское тело. Итак, женщина – это бывший мужчина, который привязался к женщине, то есть был подгаблочником. Также Шримад Бхагаватам объясняет природу мужской эгоистической платформы и природу женской эгоистической платформы. Говорится, что мужчина более склонен к постижению духовной науки. Такова природа его тонкого тела. Таков тип его эгоизма. Он более склонен предаваться духовной жизни, чем женщина. И женское тело обусловлено по-другому. То есть в соответствии с определенным типом ума живое существо получает определенный тип тела. И женщина несет в себе аспект материнства. И каждая женщина с детства хочет стать матерью. Мы видим, как это выражается в поведении маленьких девочек. И все также себя украшают, хотят быть привлекательными, они двигаются так. Мы видим, что женщина красится, женщина волосы завивает и так далее. То есть определенные движения ее отличаются от движения мужчины, ее речь, то есть она говорит определенным образом, она иногда делает так губы. Да, когда говорит, да. Она жеманничает, кокетничает и так далее. И это происходит автоматически. Это не то, чтобы она специально так устраивает. Так устроено тонкое тело. В соответствии с этим женщина получает пышную грудь. Эта грудь должна поставлять молоко. Кому? Ребенку. Женщина так все устроена, физиология женщины так устроена, что женщина должна стать матерью. Таким образом, ее ум такой. Она хочет уже половых отношений. С самого начала женщина сконцентрирована на половых отношениях куда более серьезнее, чем мужчина. Почему? Потому что, чтобы стать матерью, нужны половые отношения. Мужчина, он никогда не ходит с куклами, не говорит, ну, сынок, вы нигде не увидите, что маленький мальчик взял куклу и начал говорить, ну, сынок, ну, доченька, начал ее воспитывать, что-то сидеть. Никогда мальчики в дом не играют. В детстве мальчиков в дом играть втягивают девочки. Несомненно. У мальчишек даже в ум такое не придет, сидеть, играть в домик. Это, несомненно, происходит как влияние девочек. И девочки начинают подражать. Так устроен ум. То есть тонкое тело, как работает интеллект. То есть в этом интеллекте определенные ценности, такие домашние. Женщина полностью сконцентрирована на материальных потребностях, на быте. Мы видим, как девочки играют в магазин, варят кашу-малашу, делают пирожные из песка и все остальное. И торгуют, все продают куда-то, что-то кому-то там выкручивают. Вечно с этими люльками какими-то, с колясками. У них куклы с соской, куклы без соски. Маленький пупс какой-то, они его все пеленают, обворачивают. И все время фантики, бантики, рюшечки, кружева и так далее. Это проявляется в грубом теле, но причиной такого проявления в грубом теле, естественно, является какое? Тонкое тело. Мы видим, как женщина, вот, допустим, я, извините, пожалуйста, сережки не ношу. Вот, простите меня. Не ношу вот в носу вот эту штучку. Серьезно. Я не отращиваю ногти. Платье не одеваю. И так далее. Почему платье? Почему именно платье надо одевать? Там просторно было или что? Даже никто не задумывается, почему женщина одевает платье. Одевала бы, как все нормальные люди, сапоги и брюки. Итак, если мы будем наблюдать все вот эти штучки, дрючки, какими-то пуговички, если мужику достаточно нормальных пуговиц, то женщина, она хочет там такие были пуговички. Такие вот. Если мужик просто возьмет кусок материала, оденет на голову, то женщина, чтобы там были цветочки. Это было вот так, прикол.
Таким образом мы видим, что вожделение, то есть желание привлечь к себе внимание больше. И желание всегда связано с чем? Стать матерью. С материнским аспектом. Широкие бедра. Почему у женщины широкие бедра? Потому что она должна вынашивать плод. Определенное строение таза. Если мы думаем, что у женщин так для красоты такой таз, то мы просто полные глупцы. Если думаем, что грудь предназначена, чтобы ее целовал мужчина, и, так сказать, ее трогал, касался, то мы в какой-то степени правы. Но в какой? Это физиология, там должно быть молоко. Никто бутылку из-под молока не лелеет. Это цена только тем, что там молоко. Сама по себе корова, она ценится, что у нее есть не только моча, не только навоз, но в основном молоком. Итак, мы видим бык чем же ценен. Бык, он семенитель, и бык, он пахарь, он работает. А корова ест, дает молоко, осеменяется и радостно скачет с теленком. Такое удивительное положение в природе, допустим, когда бык и корова. Говорится, что бык должен работать, он должен, извиняюсь за выражение, пахать. Пахать. Иногда мы слышим это выражение, что я тебе бык пахать. Но на самом деле это так, бык должен пахать. Итак, природа женщины. Тоже мы узнаем из Шримад Бхагаватам. В Шримад Бхагаватам в 3-й песне говорится, что женщина очень сладострастна. И она в 9 раз более сексуальнее, чем мужчина. В 9 раз. Не в 6, не в 3, не в 3,5, и даже не в 7,5, и даже не в 8,5, в 9. Конечно, я понимаю, это неприятный факт, чисто психологически, слышать женщину, что она в 9 раз сексуальна. Но я думаю, Писание не ошибается. Если какая-то женщина думает, ну а что, я вообще не сексуальна. Нет, она сексуальна, просто в ней эта природа еще не проявлена или подавлена, или сдерживаема. Итак, женщина, несомненно, сексуальная, сладострастна, поэтому ум женщины так сконцентрирован на обнимашках, нюхалках, целовашках, трогалках. Знаете, девчонки. Они даже не с тобой. Они там любят погладить, там что-то такое. Мужчина, он немножко, как бы, представьте, если мужчина так нужно. Это очень странное событие такое. Всегда говорят, необычный какой-то. Очень необычно для мужчин так себя вести. Но женщины, они друг другу секретничают, они все время говорят, а он тебя не любит, а он тебя любит, а он сказал такой, а он такой сказал, а кто это такой, а это такой, а это такой, а это кто, а я вот что, а ты знаешь что, и ум постоянно вращается в этих сферах. Постоянно. Систематически. Может быть, это не нравится женщинам, что они так выглядят. Ну, может, я так говорю просто, я могу разговорить то же самое, более, как бы, то есть, без этих, так могу не говорить, я как бы немножечко высмеиваю, да? Нет, я могу говорить, они все время разговаривают с утра до ночи. Я могу очень так серьезно говорить. О мужской половине общества. Но выглядит это очень... Почему? Потому что немножко ироничность такая. Почему? Потому что у меня есть четкое представление, вот у меня лично, что женщины, они как дети. А поскольку я так сам с детьми люблю, как это сказать правильно, наслаждаться. Дети наслаждаются, мы чувствуем. Поэтому я понимаю природу женщин. Не видно, почему женщина склочница, почему женщина амбициозна, почему женщина лезет в чужие дела, почему женщина лезет в политику или такая работает как лошадь.
И так далее. Почему она грустна, болтлива и так далее. Все понятно. Для меня понятно. Почему? Потому что в жизни мы наблюдаем. Также можем видеть, почему у мужчин всевозможные проблемы. Они не находят себя в более высоких идеях. И становятся такими телятами, или как Бхагаватам описывает. Они танцуют, как собачонка, как дрессированная собачонка под дудку жены. И говорится, что тот, кто идет путем бхакти, должен остерегаться общения с теми мужчинами, которые как дрессированные собачонки танцуют под дудку женщин. Особенно те, кто идут путем бхакти. Они должны остерегаться таких мужчин. Итак, это очень важное понимание, что женщины как дети. Если мужчина не сформировывает такого представления, то мужчина будет попадать под влияние слов женщины. Ребенок, ну что он там говорит? Мы воспринимаем это так серьезно. Мы воспринимаем это серьезно до какой-то степени. И вот эта степень должна быть определена также мужчиной. Дети плачут. Когда дети плачут, мы знаем, это горько. Это очень горько, когда ребенок плачет. Но большого значения этим слезам. Ребенок плачет очень много, очень часто, и всякой ерунды. Игрушку не дали, телевизор не дали смотреть, он сразу и плачет очень долго. Нам жалко его, конечно, но ни один взрослый человек такого важного значения слезам детей что? Не придает. Не придает. Точно так же говорится и женщины. Они что-то там говорят, что-то там, какие-то эмоции проявляют, и всегда все пытаются слезами решить. Как есть такая поговорка, как не очистить душу слезами, так и не справить женщину наказанием. Женщину невозможно наказанием исправить. То есть если ее колотить, она ничего не соображает. И есть этот диалог. Это почти как в этом диалоге между Джадой Бхаратой и Махараджем Рахугани, когда он сказал: ты глупец, и я накажу тебя. И Джада Бхарата сказал: это одно и то же, что наказывать глупца, это одно и то же, что хлестать дохлую кобылу в надежде, что она соскочит и убежит. Таким образом, говорится, женщин нельзя наказывать в том плане, как мы подразумеваем, как мужчин наказывают. Пороть там их, там, челюсть стукнуть, что-то еще такое сделать. Говорится, в Ведах, Ману Самхита, говорится, женщину иногда можно наказать физически. Это влепить ей хорошую, что? Затрещину, они любят плюху, что еще? Правильно, пощечину. И какую пощечину? То есть надо учитывать рост, вес. То есть доза должна быть очень такая ограничена. Но это крайняя мера. Это уже, я не знаю, это почти расстрел. Для женщин это почти расстрел. И на самом деле эта оплеуха считается очень, как бы сказал, затрещина, оплеуха. Нет. Это довольно такое легкое наказание. Потому что для женщин лучше получить вот эту вот пощечину, чем она будет что? Выгнана из дома. Говорится, отец может выгнать дочь. Муж может выгнать жену. Как мы знаем, Господь Рамачандру выгнал Ситу. Он выгнал ее. Она считалась нечистой. И один Дхоби критиковал Господа Рамачандру. Господь Рамачандра должен был действовать в соответствии с Писанием. Говорится, если женщина вернулась домой после заката солнца, она считается нечистой. Она должна быть выкинута навсегда. Или она должна пройти определенное прайшчиту, то есть должна пройти очищение. Какое очищение? В каждом месте находилось какое-нибудь озеро, Сарават, прайшчита Сарават. И говорится, женщина должна была переплыть это озеро. Если она чиста, она его переплывала. Если она не чиста, то, извините меня, она буль-буль. Почему так было? Говорится, что за целомудрием женщины наблюдают полубоги. Если женщина чиста, то полубоги должны ее защитить. Это на самом деле так, даже до сих пор. Это факт. Это факт природы. Конечно, мы не станем проверять, поскольку это говорится, когда по отношению к мужу это должно проявиться, к законному и такому еще.
Это говорится дхарма-пати. Это к мужу, с которым женщина находится в освященном. То есть прошла определенную сваямвару, или то, что мы называем виваха-ягья. Виваха-ягья, то есть Шримад Бхагаватам говорит, что брак неосвященный ведами считается ненастоящим. И мы, у нас, вот, допустим, печать, там все такое, у нас освященное, но не ведами, а вот эти нет. Асурами. Или как бы формальные браки. Мы думаем, печать, все законный. На самом деле законный брак является только браком освященным. Освященным ведами, то есть определенное жертвоприношение совершается. Ягья. И огонь, как самый чистый элемент, и агни, он становится свидетелем. Полубоги становятся свидетелем, поются гимны и так далее, целая церемония. И сейчас даже в нашем обществе мы предлагаем людям пройти виваха-ягью. Может быть, она не совсем такая по своим мистическим содержаниям работающая, но поскольку разводится огонь и участвуют браманы и вайшнавы, то огонь становится свидетелем. Огонь становится свидетелем этого события и освещает этот брак. И Кришна говорит: я огонь жертвоприношения. Поэтому называется виваха-ягья. Ягья значит жертвоприношение. Итак, женщину выгоняли. Это в Ману Самхите говорится. Также говорится, что когда муж в отъезде, женщина ни в коем случае не должна ходить в гости даже к родственникам. По-ведически это считается осквернением женщины. Она может ходить в магазины, куда угодно, но она ни в коем случае не должна ходить никому в гости, ни на какие дни рождения, общественные праздники и так далее, когда муж в отъезде. Это было строго запрещено. Ибо в местах большого скопления людей или даже большого скопления родственников женщина невольно может стать свидетельницей критики своего мужа, или она может стать объектом сексуальной агрессии, если она идет на какие-то дни рождения, праздники и так далее, и без мужа, то есть незащищенный в этот момент остается, плюс вот это вот такое поведение, оно вызывает, естественно, привлечение. И какие-то другие мужчины могут привлечься женщины. И женщина, говорится, женщина, у них есть такое качество, легковерность. Когда женщина видит к себе повышенный интерес, это очень так нравится женщине. Очень нравится, когда к ней проявляют повышенный интерес, говорят какие-то слова, позаботиться о ней. Ну, чисто так, по-человечески. И это очень нравится. Поэтому это было запрещено. И на самом деле было, я говорю, было, для нас так было. Но по законам в этом мире это так и остается. Незыблемые законы. Незыблемые, значит, как мы говорим, культура неподвластная времени. То есть эта культура остается во все времена такой же. Просто люди не могут ей следовать. Поэтому они так несчастны. Следующее. Говорится, жене запрещалось, когда мужа нету, украшать тело. Она не красила губы, не ресницы, не завивала волосы. Просто аккуратно расчесана была и все. Нельзя было наряжаться, носить браслеты, украшения, кольца, все это. Она могла оставаться в таком виде дома. Но когда она выходила, она должна была это все снять. Почему? Муж в отъезде. Нельзя. Сейчас все наоборот. Когда муж дома, очень просто одета, как обычная, как нормальная женщина, валенки, телогрейка. Но когда муж в отъезде, все украшения на ней, как на елке новогодней, гирлянды висят, все сверкает, и она выходит. Что случилось? Муж уехал. Пошла на день рождения, пошла я на праздник, пошла к родственникам, я свобода, мукти. Но говорится, детям свободу нельзя давать, потому что дети не умеют пользоваться свободой. Они что-то не то съедят, не то скажут, какая-нибудь машина сексуальная задавит и так далее. Какой-то охотник подстрелит. А всем охота, поэтому всегда охота, большая охота идет. И так далее.
Следующее. Женщине, когда муж в отъезде, также запрещалось смеяться. Да, когда муж в отъезде, она могла хохотать только дома. Сколько влезет. Но говорится, женщина может смеяться только когда муж рядом. Поэтому, если вы помните эту историю, когда Дурьодхана провалился в этот бассейн, который был цветами так сделан, что как ковер выглядел, там 5 пандавов стояло. И поэтому Друпади что сделал? Расхохоталась. Она расхохоталась. Но если бы там не было пандавов, она не должна была ни в коем случае это сделать. Должна была там нельзя было. Она должна была убежать, закрыться в комнате, проверить звукоизоляцию. Только после этого, убедившись, что все нормально, что оружие разряжено, из патронника патрон выбит, только в этом случае сделать контрольный спуск и расхохотаться. Да, только в этом случае. Следующее. Женщина, говорится, не должна плакать, оплакивать, когда муж покидает ее. То есть вот часто бывает, женщина провожает мужа и заплачет ему с дороги. Или он там пошел куда-нибудь в магазин, он заплакал. То есть куда бы он ни отправился, нельзя плакать. В Сканда Пуране говорится, что женщина, которая плачет вслед мужу, куда он куда-то уезжает, там, или даже, она накликает на него беду. Своими слезами она накликает на мужа беду. Поэтому ни в коем случае женщина не должна плакать, когда муж куда-то уезжает, покидает. И также считалось неблагоприятным. Итак, вчера мы говорили, что очень важным качеством для женщины является стыдливость, которая является также показателем целомудрия. И говорится, что в стыдливости проявляется сверхъестественная привлекательность женщины. В чем же эта сверхъестественность? Говорится, что мужчина так устроен, что он особо уважает стыдливую женщину. И Прабхупада приводит пример в науке самосознания, в Шримад Бхагаватам, пример женщины-уборщицы и женщины жены начальника. Одна стыдливая уборщица, и жена начальника такая бесстыдница. И он говорит, подумайте просто, кого бы вы уважать больше стали. Все мужчины, естественно, говорят, конечно же, уборщица. Говорится, в этом естественная, вернее, сверхъестественная привлекательность женщины. Когда женщина стыдлива, она очень сильно привлекает мужчин. И чем привлекает? Не вожделение, а уважение. Мужчина очень сильно уважает стыдливых женщин, даже если они не очень симпатичны внешне или какую-то имеют работу, может быть, не совсем такую, как бы женскую, но уважение будет очень сильное. Что мужчина такой никогда себе не позволит, никогда не позволит обидеть эту женщину, сказать что-то о ее внешности. И всегда, говорится, эта стыдливость вызывает в мужчине чувство покровительства. То есть мужчина всегда стремится защитить такую женщину. Защитить, покровительствовать ей, дать ей больше внимания, как-то ее словом, поступком, каким-то подарком. Постоянно такое желание появляется по отношению к женщине. Таков тип тонкого тела мужчины, и такое чувство вызывает женщина, стыдливо. Это не так, как здесь женщины бегают, даже мы видим в нашем обществе, женщины бегают, все время болтают, хохочут, все время лезут куда не надо. И они, спросите мужчин, просто соберите мужчин и спросите, кого вы больше всего не уважаете. И такая вот женщина, которая не стыдливая, такая, все бегает, везде лезет, все мужчины придут к одному выводу, что она очень неприятная девушка, даже если она внешне симпатичная. Соберите всех мужчин и скажите, нравится ли вам эта девушка. И все до одного скажут, она отвратительна. Это очень важный элемент культуры. Говорится, что тогда, когда так себя женщина ведет, это просто она похотлива. Похотлива. Следующее. Говорится, стыдливость это дар Кришны. Шримад Бхагаватам говорит, стыдливость женщины это дар Кришны,
которым женщина должна правильно пользоваться. И также стыдливость вдохновляет мужчину на какие-то хорошие поступки. И говорится, что когда мужчина находится в окружении стыдливых женщин, то есть видит стыдливых женщин, не то что в окружении, вообще он видит, там женщина стыдится, там, то вот эта сверхъестественная сила стыдливости женщин побуждает мужчину, говорится, усиливается его, укрепляется его жизненный воздух в организме. Почему? Потому что бесстыдные женщины, они вызывают определенные эмоции у мужчины. А эмоции — это определенные виды энергии. Вы знаете, да? Эмоции, гнев, допустим. Столько сразу сжигается энергия. Похоть сразу, а почему говорится, огонь, огни разные, это вожделение. Это сразу съедает определенную часть праны, жизненного воздуха. Дисбаланс происходит в организме. Поэтому говорится, когда в обществе стыдливые, целомудренные женщины, мужчина даже здоровье у него хорошее. У него жизненный воздух укрепляется, он лучше себя чувствует. В обществе стыдливых женщин. Смиренных женщин, естественно, смиренных, мы уже говорили. Итак, женщина, говорится, ни в коем случае, когда нету мужа, она не должна привлекательно одеваться. Я уже говорил об этом. Что она не должна нравиться другим мужчинам. Поэтому все украшения, все, что женщина покупила себе, какое-то платье красивая обувь, красивая прическа и все остальное, может делаться только для удовлетворения чувств мужа. И никоим образом ни для чего иного. Ни для чего иного. И говорится, женщина может выйти второй раз замуж, если муж умер, если мужа нет живых. То есть такая женщина может опять вести себя определенным образом, но она должна понимать, что есть дети. И если она будет себя вести безнравственно, то ее дети, будь то девочки или мальчики, они могут получить неправильный опыт поведения. Поэтому такая женщина тоже, она сдержана. Она никогда не флиртует при детях. Если это дети имели отца, она никогда при них не будет флиртовать, не будет себя так вести. Итак, желания женщины описываются в Бхагаватам, или вся ведическая литература говорит в основном несколько желаний, основных желаний. Желание женщины – дом, хороший дом, то есть такое как бы понятие гнездо. Женщина всегда хочет дом, и женщина всегда хочет свой дом. Если мужчина готов прожить в чужом доме, да, говорится, женщина будет его все время пилить. Женщина всегда будет пилить мужа. Мужчина может прожить где угодно. Такова тонкая природа мужчины, что он даже может, в общем-то, квартиру снимать всю жизнь. Это же мужчина. Но женщина хочет гнездо. Гнездо. И какое? Чье гнездо? Свое. И говорится, женщина всегда побуждает мужчину. Давай, нам нужна своя жилплощадь. Давай твою маму, так сказать, скорее закапывай. А моей, так сказать, отдельную квартиру купили. Или наоборот. Бывает раз. Но основное желание иметь собственный дом проистекает от женщины. И мужчина, говорится, он даже без слов это всегда ощущает. Вот это удивительно, что у женщины есть такая, как ситха тонкая, да, что когда он берет или начинает жить с женщиной в семье, то ей даже не надо говорить. Она всем своим поведением говорит ему с утра до ночи, когда у нас будет собственная квартира, да, когда у нас будет собственный дом, хороший дом. Говорится, также описывается Веда, что женщина даже не говорит это словами, она будет всем поведением, и мужчина будет понимать, что она хочет. Она может так сказать, была бы своя квартира. Она, если посчитала бы, сколько раз она это сказала, то можно было понять, что муж догадался без слов. Исключительно на ситхе. Говорится, она скажет несколько сотен раз.
И будет говорить это до того, пока мужчина не начнет это делать. Или она начнет это делать сама. Видя никчемность, так сказать. Она подумает, какой глупый, бесполезный. И если мужчина не привязан к женщине, он может не будет потакать этому. Но если мужчина привязан к этой женщине, а привязанность говорит о том, что он вожделеет к ней, то есть рассматривает ее как источник чувственных наслаждений. Говорится только тогда, когда мужчина рассматривает жену как источник чувственного наслаждения, он начинает потакать ее прихотям. То есть он гордится тем, что удовлетворил ее чувства. И Шримад Бхагаватам говорится, что как определить мужчину, который рассматривает свою жену как источник наслаждения, полового наслаждения, сексуального наслаждения. Он потакает ее прихотям и считает себя очень таким, как бы, успешным. То есть он думает, что в этом-то как бы и есть его мужественность. Это удовлетворить прихоти жены. И когда, говорится, ему удается удовлетворить прихоти жены, он себя чувствует героем. Героем. Но женщина вот как раз, у нее так устроено все внутри, что она-то его героем как раз что не считает. Говорится, она его начинает рассматривать как быка. Это сравнение чувства, я еще хочу сказать. Допустим, кто-то сейчас сидит, нет, а я так как носорога рассматриваю. Нет, это не важно, какое животное, говорится чувство. Чувство, то есть, что он просто обязан удовлетворять мои чувства, пахать. Для моих чувств. Итак, второе желание женщины — это дети, несомненно. Женщина хочет иметь ребенка, мы уже это обсуждали, с детства. С детства, даже если платок носовой есть у девочки, то она что-то туда положит и будет заворачивать. Куколок разных вырезает, знаете, да? Куколок, играет в это и так далее. Она хочет иметь детей. Поэтому мы видим, что с детства дом, прям в детстве, дом ее интересует, поэтому она играет во что? Она не играет в стадион, она не играет в какой-то бокс, она не играет в государственных деятелей, она играет в домик, где есть папка, и для этого ей нужны мальчики. Мальчики такие, они немножко, девочки их тягивают, давайте играть в домик, мальчишки. Еще такие дураки, бросьте эти поганые палки, автоматы, будем играть в домик. Ты будешь папка, я буду мамка, вот наш ребенок, давай. И вот папка на работу отправил. Вы последите, прям точно, даже не надо, уже понятно все. Даже можно не брать по сравнению нас с вами. Просто взять маленьких детей и уже понятно, что Бхагаватам не ошибается ни в чем. Безупречность Бхагаватам подтверждается постоянно. Прабхупада себя подчеркивает. Играют в домик, потом они расширяют жилплощадь прямо во время игры. Да, прямо во время игры они расширяют жилплощадь, обзаводятся утварью. Да, потом говорит, вот папка на машине поехал. А мальчишка говорит, да? Он на машине? Ну, конечно, видит. Папка, видишь, как? Она прям даже так себя видит. Видишь, папка какой? На кукле говорит. Видишь, она папка какой? Она тут же перенимает это. Парень даже видя в семье это, он ничего не соображает, что там говорят. Он на этом даже не сконцентрирован. Но девочка уже сразу это наблюдает. Она сразу за этим следит. Мужчина, мальчик, он никогда, он видит там, мама что-то делает, он больше подражает папе, может быть, а может быть даже никому не подражает, что-то его с прошлой жизни там дергает. Разное бывает. Это дети. Следующее. Украшение. Украшения. Женщина хочет украшений. Несомненно. Колечки разные. Мы видим сколько всяких цепочек, брелочков, всего. Это тут, на ушах. Вот, в общем, ладно, перечислять не буду, все понимают. Украшения. Желание украсить тело. Даже пуговицы надо. Не просто вот такие большие черные, а маленькие перламутровые белые. В центре должен быть цветочек с золотыми окоемочками. Да, для женщины это важно. Для мужчины он как бы даже и не соображает. И женщина ему говорит, да, вот тебе это хорошо.
Он думает, ну раз сказала, значит хорошо. У мужчины нет такого понимания. Вот у меня нет понимания, что вот здесь на свитере должны быть такие серьги, губы у меня должны быть накрашены, вот такие. Я достойна лучшего. Я должен быть в колготках с отливом еще по нему. Ужас. И так далее. У меня должен быть воротник обязательно. И там пуговички должны быть такие. Знаете, как женщина пуговички подбирает. Или такой мешок пуговиц. Замечали? У всех есть мешок пуговиц. Мужиков никогда вы не видите мешок пуговиц. Если только черных, военные, ну такие нормальные пуговицы, только такие. И мужик всегда черными нитками пришьет, если даже не все одинаковые вот тут, он взять какую-то подходящую пришьет. Не подходящую в смысле, она такое, по размеру, он даже на цвет не посмотрит, раз под размер. Я нормально считаю, что это вполне нормально. А кто делает мужчину, что он тоже потом эти пуговички подбирает? Несомненно, тетенька. Либо мама, либо сестра, либо жена, либо подружка какая-нибудь скажет, ну что ты, он там воротник как-нибудь один, ну кто так носит, так волосы живет. Вот так. Он так ходит, если... Ему хочется нравится, он говорит, если нравится, но если я буду ходить, так. Мужчина более неприхотлив, более сдержан по отношению к своей внешности. Такой внешности. Ему нужна сила, он хочет демонстрировать силу. Следующее. Наряды. Наряды. Это тоже очень важная деталь. Если бы не было женщин, мужчина бы не носил столько брюк. Да. Я помню, когда мой дедушка, он говорит, что брюки, они уже были такие блестящие. Они все сверкали уже. Они уже за это время поменяли несколько цветов, радуги, хотя он их не красил. Они гладились, и они уже были такие с рюриксом. Они сверкали на солнце, слепили глаза, знаете, засали, там сало выделил. И он, когда мне снимал, он их показывал и все время говорил, вот смотри, я их 24 года проносил. 24 года. И он ходил в них на работу, а когда надо было идти в театр, он их гладил. Итак, наряды. Женщина хочет наряжаться, хочет привлекать. Когда женщина нарядная, говорится, она украшенная, она себя чувствует уверенной. Чего? Вот если вы оденете мужчину так, и скажете, ну как, ты сейчас уверен? Может быть. А у мужчин свои. Они свои интересы, а эти не свои. То есть, знаете, как мальчики, они дарят машинки мамам. Или как алкоголик ставит бутылку. То есть каждый свою ценность думает, что это ценно. И он старается это представить. Я рассказывал такой анекдот. Не знаю, эти все лекции, они уже все веселее и веселее становятся. Итак, мужчина, немножко вернемся к мужчине. Говорится, что мужчина должен содержать жену. Это обязанности мужчины. Когда мужчина берет в жены женщину, говорится, он должен ее обеспечивать. Обеспечивать всем вот этим необходимым. Женщина должна понять, реально ли мужчина может соответствовать ее положению. И мужчина должен также понимать, кого он берет в жены. Насколько он может на самом деле заботиться о ней. Говорится, что женщина не должна работать. Это тоже ведический принцип. Только шудрянки работали. А женщины не работали. Иногда вайшини они могли помогать мужу в торговле. Даже кшатри могли управлять. Но в общем, женщина не должна была работать. Была, почему я говорю, потому что сейчас это не очень принимается. На самом деле женщина должна работать. Говорится, в крайнем случае, когда
семья терпит большую проблему, большой ущерб. Женщина может работать на очень легком физическом труде, очень легком, соответствующем ее природе. То есть она, конечно, не должна ходить с ломом в оранжевой жилетке. Или, по крайней мере, если она ходит, полдня. Но, в общем-то, это неправильно, то, что женщина занимается такой работой. Говорится, женщина не должна работать, а если она работает, то полдня. Потому что полдня она должна посвятить дому, хозяйству, внешности и детям. Это самый крайний случай, когда женщина работает полдня. Таковы основы культуры. В лучшем, в таком самом нормальном варианте, женщина не должна работать. Если женщина выходит замуж, то она должна стараться выйти за человека, который сможет ее содержать. То есть, давайте вот эти украшения, может быть даже китайские, но ничего. Может быть он будет сам делать, из бумаги. Да, то есть может быть он искусный такой, умелец, из березовой коры. Как называется это? Береста, из бересты, может быть из чего-то, но она должна понимать. Если женщина воспитана, то она будет принимать все это очень хорошо. С радостью, потому что вообще хоть как-то ее украшает. Что-то вешает, а уши. Сюда уши, сюда что-то другое. В любом случае, мужчина должен содержать. Я так на шутку перевожу, чтобы совсем не загрузить вас. Потому что очень много, на самом деле, не соблюдается в современном обществе, и мужья имеют очень такое странное представление о своем положении. Итак, женщина также должна, если вы помните, мы говорили, принять все религиозные обряды в семье. Она, значит, должна заниматься хозяйством, детьми, домом, собой и проводить религиозные обряды. То есть предлагать божеству поклоняться, предлагать просад, следить, чтобы у божества были гирлянды и так далее, и так далее. Чтобы дома было все чисто. Что должен делать муж? Говорится, что, мы вернемся к этой теме, что у женщины в 9 раз сильнее сексуальное желание. Как же муж может отрегулировать эту природу женщины? Первое, что рекомендует Бхагаватам, мужчина должен покупать украшения. Пусть не слишком дорогие, но он должен покупать украшения. Женщины любят украшения. И если мы заметим, женщинам не всегда на дорогие украшения. Вообще такие даже иногда простенькие, недостаточно. Да, простенькие, какие-то даже такие обманки, да, бывают такие кольцо с брюликом, с бриллиантом. Ну, бриллиант не настоящий, пусть там какой-то. Кольцо тоже такое, не настоящее. Из папье-маше. Ну, то есть бижутерия, то, что мы называем бижутерией. Бижутерия. Покупать украшения. Второе, он должен покупать ей всегда вкусные вещи. Да. И кусок мяса ей нести, что-то такое. Или батон хлеба. И, да. Бутылку молока, чисто ведический. Бочку меда, рулон шелка. Нет. Крынку йогурта и, конечно, ведро ги. Он не должен быть таким чересчур ведическим. Он должен ее баловать. Ее язычок должен какие-то сладости покупать, всякие там, допустим, чили. Табак нюхать или... Нет, шучу. Говорится, он должен покупать ей еду, сладости, всякие сладкие вещи. Сгущенку. Пирожные в храме. Шоколад. Шарики. Как можно больше этого всего он должен не покупать. Говорится, вкусную еду, в общем. Что-то развеселился. Итак, вкусную еду, но не в соответствии со своим вкусом. А в соответствии с вкусом жены он должен ее баловать и еды.
баловать ее немножко украшениями, покупать вкусную еду. Ну, я думаю, понятно, я не буду перечислять, что вкусная еда для женщины. Одежду должен покупать. Должен вовлечь ее в исполнение религиозных обязанностей, то есть обрядов. И говорится, еще очень важно, это иметь несколько детей. Ведически считалось, что если у женщины один ребенок, то часть ее вожделения не занята. Даже если она делает религиозные вот эти обряды, даже если покупать украшения и кормить ее сгущенкой. И все время перешивать ей платье, никак не сможет ее убедить, что все нормально. Итак, значит, женщина должна получить возможность иметь детей, получить детей. И говорится, что одного ребенка очень мало. Нужно иметь 2, 3. Что это? Я думаю, 2 как минимум. Мальчик и мальчик. Мальчик, девочка, может быть, неплохо. Вообще говорится, что один ребенок не ребенок, 2 ребенка полребенка, 3 ребенка это ребенок. 3 ребенка, так говорится. Что один ребенок не ребенок, 2 ребенка полребенка, 3 ребенка вот это ребенок. Для женщины. И тогда проявляются, говорится, вот эти все материнские качества. И женщина полностью занятая считается. То есть ее ум полностью занят. Что еще? Вот еще важный момент, который сегодня поговорим. Говорится, что жена должна во всем зависеть от мужа. Финансово, как угодно. Муж ни в коем случае не должен быть зависимым от жены. Ни в коем случае. Поэтому мужчине никогда не рекомендовалось принимать от жены что-то. Особенно, чтобы он попадал в зависимость, финансовую какую-то, моральную, психологическую даже. Не должен зависеть. А женщина во всем должна зависеть от мужчины. Как вот преданный зависит от Кришны, во всем не будет Кришны, не будет ничего. Так и женщина должна зависеть. Что если не будет мужа, у нее ничего не будет. Точно так же. Ни дома, ни одежды, ни украшений, ничего. Такая должна быть зависимость. Чтобы женщина всегда чувствовала свое зависимое положение от мужчины. Говорится, что как богиня Лакшми всегда на груди у Нараяны, так и женщина всегда должна быть на груди у своего мужа. Что это означает? Что мужчина должен защищать женщину. Говорится, как защищает свое богатство. Вот, допустим, если мужчина копит деньги, как он, куда он их складывает, он очень беспокоится за то место. Вот так же говорится, лучшей половиной тела мужа является его жена, тело. Лучшей половиной его тела является жена. Не лучшей половиной его души, а лучшей половиной его тела является жена. И говорится, что муж должен защищать свою жену. И муж должен делать так, что, как есть такое выражение в Шримад Бхагаватам, что жена должна быть всегда в объятиях мужа. Это означает, что муж должен проявлять знаки внимания, должен обнимать свою жену, говорить ей очень хорошие слова о ее внешности, о ее поведении. Да. Это не означает, что он обнял так, что потом дети появились. Нет. Имеется в виду определенный вид ласок, то есть без вступления в половые взаимоотношения. Женщина, такова природа женщины. Не хочется, чтобы ее мужика. Говорится, мужчина садит на колени жену, очень часто садит на колени с ней, говорит о ее интересах, выслушивает ее, защищает ее психологически, говорит, ничего, дорогая, даже не беспокойся, все будет хорошо. Говорится, мужчина должен обязательно это делать. Он должен подмечать все, что жена для него сделала. Обязательно. Говорится, если муж привыкает к этому, что вот он видит, что она ему служит, и никогда этого не подмечает, это не очень благоприятно для женщины. Женщина, говорится, может испытать подавленное состояние, то есть она может думать, что она плохо все делает. И из-за этого потерять психологическую, такую как бы стабильность. Если мужчина не подчеркивает, что он был очень рад, это было очень вкусно, как ты сегодня хорошо выглядишь и так далее. То есть муж должен делать эти комплименты женщине. Тогда женщина вдохновляется так себя вести. Также, если вы помните, я рассказывал, что когда мужчина приходит домой,
женщина должна обязательно очень красиво одеваться, особенно вечером. Говорится, в вечернее время. Днем она может одеваться очень скромно, но вечером она должна одеться очень хорошо. Поскольку мужчина уставший, и он видит очень красивую жену, говорится, мужчина в этот момент очень серьезно задумывается о ведении семейных дел. Очень серьезно. Просто видя красивую жену, мужчина в этот момент начинает очень серьезно задумываться о ведении семейных дел. То есть он не задумывается, как бы сейчас не спать говорить. Нет. Вот эта красота, вечерняя красота женщины, заставляет мужчину задуматься о семейных делах, о семейных проблемах. Может, чего-то нету. Он спрашивает у жены, может быть, что-то у нас как там, как у тебя с деньгами, как у тебя то, как все есть у нас, может быть, там продукты надо закупить, может быть, что-то сломалось, может быть, ну и так далее. Может быть, пластическую операцию хочешь тебе сделать. И говорится, что мужчина должен правильно воспринимать красоту женщины. Говорится, мужчина, который считает, что его жена очень красивая, несомненно, находится в гуне страсти. Если он подчеркивает ее внешнюю красоту, и даже если он говорит о ее качествах постоянно везде, то говорится, либо он иронизирует. Ну как это можно понять, что он иронизирует? Он не вступает с ней в частые половые взаимоотношения. Значит, он иронизирует по поводу такой женщины. Либо он просто подкаблучник, находится под каблуком, полностью рассматривает свою жену как источник вечного. Я, как всегда, в конце расскажу историю, и мы закончим. Есть эта знаменитая история о красоте женской. Как один мужчина домогался очень красивую девушку, и она была дочерью брамана. А этот браман был вайшнав, и она знала, что она не тело. Так, женщина, она понимала, что она не тело, и этот мужчина стал ее так сильно доставать, ой, ты такая красивая, все время говорил, ты такая красивая, и все время говорил ее внешностью, все время подчеркивала. И она видела, что он вожделеет. И она говорила, да у меня качеств нет. Он говорит, как? Ты что? У тебя такие качества. И я начинала ее наделять, вот как Махарадж Бхарата оленя наделил всеми качествами, вот так же он наделил этими качествами тут женщину, просто привлекая ее формой. То есть он хотел насладиться формой, эксплуатировал ее. Уже настроение это было, вожделение. И она поняла, что он вожделеет, и она решила его исправить. И она сказала, приходи через 3 дня. И я дам тебе ответ. Он сказал, ответ будет положительный. Она сказала, я тебе обещаю, ответ будет положительный. Через 3 дня. И он такой довольный ушел, начал собирать все вот это вот, свои 3 рубля в кучу. В общем, он начал готовить. Она приняла очень сильное, слабительное. Знаете, да, эту историю? И 3 дня ее, ничего она не ела, ее страшно рвало, опорожнялась она, в общем, то все это. И она собирала это все в большой кувшин. Все собирала в большой кувшин. И за 3 дня она превратилась в очень интересное существо. Да, это было очень сильное слабительное. И через 3 дня он приехал такой, одел лучший свой костюм, водолазный. В общем, он предстал весь такой на коне. Он предстал перед ней. Она открыла, и он сказал, бабушка, ну где? И он назвал ее имя. Она сказала, ты разве не видишь? Он так туда за нее посмотрел и сказал, давай, старуха, скорее. И она сказала, сейчас я принесу тебе все то, что ты любил, чем ты так восхищался. И она вынесла этот горшок, от него такой шок. И он сначала не понял, и она открыла и говорит, на, женись. И он тогда понял, что ей-то он никогда не привлекался. Он привлекался ее внешностью. И говорится, он стал очень продвинутым. Да. На самом деле,
именно это изменило его жизнь. Он очень серьезно стал относиться. Он стал смотреть на качество человека, а не на его внешность. Так он сделал определенный прогресс. Кришна. Спасибо. Может быть, больше посмеялись, но все равно что-то я рассказываю. Но информация была очень серьезная. Что-то еще забыл. Это о том, как сохранять уважение к женщине. Завтра же будет воскресная программа, да? Может, прямо воскресная программа по этой теме. Как сохранять уважение женщины к мужчине, а мужчине к женщине. Вот мы об этом поговорим в семейной жизни. Как сохранить уважение? То есть как не пройти вот эти стадии, помните, о которых я говорил? Голод, освящение, предвосхищение и отвращение. Как ведическая система, даже если у нас есть материальные отношения, как она избавляла от этого отвращения и насыщения. То есть держа эти ашрамы или вот как бы взаимоотношения на уровне голода и насыщения, но не больше. Как это происходит? А вот среднего века, раньше мужчина был много скрытым, прочего, все больше и больше начинает себя украшать. Справді культуру, зачем связано. Это уже культура млечка. Но все-таки в средневековье еще было у людей знание определенных влияний металлов, элементов. Это уже ближе к нам. Даже в средневековье это считается уже тамагуна практически. Потому что говорится, что в ведические времена все крестьяне носили золотые шлемы на голове. Все деревенские носили золотые шлемы. И сзади у шлема должен быть вот такой круг. Обязательно сзади головы должен быть вот такой круг золотой. Может быть, видели такие фильмы, такие вроде, кажется, что это такое. Поскольку наш мозг вырабатывает очень много токов разных, всевозможных. И золото, оно очень хорошо комбинировало эту энергию мозга, головного мозга, и определенных импульсов головы. И позволяло всегда держать баланс благости. То есть определенные потоки, определенные процессы в мозгу, зрение и так далее. Поэтому говорится, что эти золотые шлемы не были просто украшением. Это было приспособление. То есть, как бы украшение тела всегда было связано с украшением качеств каких-то, да? Помогало качества какие-то поддерживать, развивать. Поэтому говорится, что даже жители деревень, это в Бхагавата написано, носили золотые шлемы с дисками сзади. Вот эти вот. Можно видеть Кришна, да, таких, шлем такой с этим, разные там все эти воины. Я думаю, что-то они все в короне. Это не корона. Это обычный головной убор. Если сейчас мы шапку носим, китейку там, или что там, китайский шлем, то раньше носили вот шлем из золота, вот такой, отражать определенных видов энергии. Также голова, в голове очень много всяких токов проходит. Не знаю, да, импульсов электрических, поскольку все это электрическое. Поэтому золото было очень мощным проводником импульсов разных. Поэтому, говорится, Кали вошел в корону Махараджа Парикшита. Таким образом, он изменил свои качества. Он не вошел в какие-то другие. У него в луке было золото, пояс был. Даже пояс, говорится, он на определенном месте должен быть. И разные украшения тоже очень важно. Поэтому вот эти вот средневековые рыцари, они еще кое-что знали, кое-что, уже знали, может быть, четверть того, что в ведические времена, четверть ума. А уже дальше вообще, и сейчас почти ничего не знаю. Просто взять и одеть, допустим, меховую шапку на голову, это очень неблагоприятно считается. Особенно, если это животное было мертвенно. Особенно. Говорится, только шкуру оленя можно себе покрывать. Шкуру тигра. Еще есть перечень, есть в ведах, перечень живых существ, которым мы можем покрывать свою голову. Что голова очень так тонкий механизм электрический. Я понимаю, мы говорим о идеалах. Есть идеальная, есть реальность. Есть идеализм, есть реализм. Поэтому в реализме мы должны тоже понять, как реально изменить обстановку, реально изменить ситуацию. Когда мы начинаем просто вводить эту систему в нашу семью, женщина начинает себя правильно вести, стараться даже при наличии такого положения.
то я, помните, я рассказывал, что когда женщина начинает, по крайней мере, стараться себя вести по-ведически, да, у мужчины автоматически такой импульс происходит в теле мужчины, в его тонком теле, в уме, что мужчина начинает сам это понимать. Это, конечно, сложно побудить, но это так. Чтобы он особо добровольно понял, что это обязанность, он должен принять эту дхарму. Это дхарма называется. Как говорит, эта дхарма требует исполнения. Потому что если мы не исполняем дхарму, то впереди нас будут одни страдания и разочарования. Все-таки мы должны это стараться делать. Мужчины говорят, я вот часто слышу, как преданные жены как работают, а преданные, в общем-то, погружаются в так называемое духовное сияние. Говорится, что человек, если полностью не осознал Кришну, он должен выполнять свои обязанности. Только если не полностью, если он занят чистым преданным служением, он имеет право отказаться от исполнения определенных обязанностей. Но до этого нет. Он должен исполнить свои обязанности. Если у нас долг перед отцом с матерью, есть долг, если у нас есть супруга перед супругой, если мы хотим его вырвать из круга, то рождение смерти. Это не значит, что мы себе взяли, как бы наоборот, женщину-работягу, она должна нас содержать. Это жены как матери. Жены как матери, это не совсем правильное положение для мужчин. Поэтому мужчины в таких семьях, они инфантильны, трусливы и так далее. Это мужчина не воин. Воин никогда не позволит себя содержать женщину. Вы что? Вы знаете, как Кавказе, для меня это позор. Кстати, если Кавказе, то не дают женщине себя содержать. Кто-то, если когда-то с Кавказом, говорится, кавказские эти народы, они бегают к шатре, деградировавшие к шатре. Поэтому у них такое отношение к женщине. Чувство немножко такое, она, конечно, деградировала, но это явно отличает их от других, как они к женщинам относятся. Да? Всегда как бы за женщину заступают, если ты идешь с женщиной какой-то плохо, они вяжутся в драку. Ну, так как воспитано, это шатрийская культура, там есть еще оттенки, эти традиции остались. Как дочерей не защищают, да всегда разница в отцом. Пока она не вышла замуж, это ведическая традиция, говорится, до замужества жена под покровительством отца, даже не брата, отца. Потом, когда она замуж дается, она покровительством мужа, а в старости она под покровительством старшего сына должна. Женщина всегда должна быть под защитой, всегда. Когда мы говорим, что женщина работает, а мужчина нет, это просто признаки эксплуатации женщин. Вот почему женщины начинают эмансипировать. Потому что мужчины стали рассматривать женщин как объект эксплуатации. Женский труд стал довольно цениться, да? Женщины, что такое? Это все Кали-юга, это все культура млечка, она разрушивается. Поэтому женщине подавилась ее женственность. Подавилась женщина. Даже женщина, если красивая внешне, то она не ведет себя как женщина. Так ведь? И это как раз является большой проблемой общества, когда мы не видим женщин настоящих. Поэтому сама мужская потенция все ниже и ниже. То есть качество мужчины ухудшается за счет вот этого. И говорит, когда женщина несет на себе бремя мужчины, то у нее будет появляться все больше и больше букет женских заболеваний. Если женщина управляет чем-то, каким-то коллективом, если женщина берет на себя мужские обязанности, у женщин такая чакровая система. То есть ее тонкое тело будет беспокойство приходить из-за этого, и она будет страдать все новыми и новыми женскими заболеваниями. Поэтому, как правило, все эмансипированные женщины, все больные, очень сильно больные. И не такие болезни, а вот у меня, пожалуйста, сейчас очень. Я не сказал, что они стремятся, я сказал, что они склонны больше. Но сейчас мужчины совершенно не склонны, ничего не знаю. Такие женщины, значит, что женщина вроде бы склонилась и умеет все, а они... Может, это не мужчина, это животное. Я сегодня рассказывал, чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Чтобы стать железом. Они эмансипируют, женщины эмансипируют. Они стремятся узнать новое, но они не стремятся вести себя определенным образом. Вот в чем проблема женщин. Так что женщина тоже хочет господствовать, женщина думает о своих чувствах. Она не хочет подчиняться. Посмотрите, когда женщина общается с мужчиной,
как она перебивает его, как она говорит им разные глупости и так далее. Такого не было в ведические времена. Женщина всегда в подчиненном положении. Всегда. Женщина никогда не могла перебить мужчину, даже если он более низкой варны. Женщины вели себя. Ну, могли сказать кому-то об этом, но сами они так себя не вели никогда. Почему? Это неблагоприятно для женщин. И мужчина мог услышать упрек от мужчины, но ни в коем случае не от женщины. Почему Дурьодхана так расстроился? Потому что Драупади себя повела таким образом. Говорится, гнев Дурьодхана усилился в 100 000 раз. Поэтому, помните, я рассказывал, французы всегда говорят, что шелефон. Ищите женщину. Если есть какая-то проблема, там что-то тетеньки наделали. И деградация общества начинается с деградации женщин. Деградация общества начинается с деградации мужчин. Что значит деградация мужчин? Мужчины прекращают следовать дхарме. Поэтому женщины также прекращают следовать дхарме. Это, как знаете, если мы говорим, что женщины как дети, а дети подражают кому? Родителям. Мужчины как бы более высокого уровня считаются. Если мужчина следует дхарме, то женщина, она постепенно также начинает. А какой дхарме? Не по отношению к ней он начинает следовать дхарме. Он развивает свою дхарму по отношению к Богу. Так все приходит в баланс. Мужчина должен служить Богу, а женщина должна служить мужчине. Когда мужчина не служит Богу, а женщина начинает служить мужчине, возникает большой конфликт. Большой конфликт. Это все. Поэтому, когда мы говорим, что мужчины сейчас не стремятся к духовной жизни, я думаю, да. Но тело мужское больше предназначено для самореализации, чем тело женщины. Это любой врач понимает. Даже просто грубый материалист понимает. Вот я как приводил пример на девочках, на мальчиках. Мальчики устремляются к этой волне, к каким-то высшим идеям всегда. В детстве это всегда видно. Фантазия. А девочка, если уж фантазирует, то о квартире, о ребенке, прямо с детства она начинает фантазировать о рыцаре, да? Все такое. Мужчина что-то завоевывает, какие-то подвиги, какую-то более высокую идею всегда хочет, концепцию. Это говорит о том, что мужское тело больше предназначено. Почему? Потому что отсутствует самый важный момент, момент материнства. Говорится, что если когда женщина не раскрывает свою потенцию матери, она не удовлетворена, она даже может об этом не знать. Поэтому мы знаем некоторый конфликт старых дев, да? Все знают. И женщин, которые не имеют детей, они немного другие. И даже не немного, может быть, кто-то не замечает. Но вы психолог, психиатр, женщины, то есть люди, занимающиеся этими проблемами, они сразу видят, что эта женщина очень себя странно ведет, только по этой причине, что она не проявила еще своего аспекта материнства. Конечно, люди не хотят отдавать долги, поэтому не хотят детей. И говорится, что этот долг перерастает. То есть, если мы даже знаем такое время счетчик включить, да, то также материальная природа нам включает счетчик. Несомненно. Такая же происходит. Сколько бы мы ни бегали, мы усиливаем просто. Как говорится, как самоубийство. Если человек совершает самоубийство, он усиливает свой грех. Поэтому Прабхупада сравнивает это с примером. Он говорит, если вы убегаете из тюрьмы, то вам дают тот же срок и еще за побег. Так ведь? Но точно так же, когда мы убегаем от ответственности, то мы получаем реакцию в большей степени. Аборт. Ведическая литература описывает, что тот, кто совершает аборт, будет абортирован. Тот, кто разрешил, если мужчина там участвовал, хоть как-то, если он был инициатором, он будет абортирован сам. Разорван на части в чреве матери. А говорится, в чреве матери живое существо куда больше осознает, чем когда оно получает рождение. Знаете, да? Читали молитвы живого существа во чреве матери? Большим сознанием, большим чувством доблести. То есть это как ни странно, как это не парадоксально. Это маленькое живое существо обладает большим сознанием, да, таким возвышенным, чем когда оно рождается. Что это вот гипоксический удар, это все это проблемы. Вдох, разворачивается легкое, боль, электрический разряд пробивает все тело. Ребенок, неимоверная боль, свет от яркий, сразу зрение, на мозг. Это такой сильный удар, на самом деле. Говорится, между рождением и смертью нет разницы, все это страдание. Самые сильные страдания человек испытывает во время рождения, то есть выхода из женской утробы, и самые сильные страдания в момент оставления грубого тела происходит.
И психологические, и физические очень большие страдания. И поэтому говорится, что наши дети, смотря какие дети, говорится, когда человек не совершает определенной деятельности, 3 вида деятельности называются. Это жертвоприношение, благотворительность и тапасия. Если человек не делает ежедневно какую-то тапасию, не накладывает на себя, не занимается жертвоприношением, то есть яги, что сейчас является жертвоприношением? Повторение святых имен, слушание Шримад Бхагаватам ежедневно. Если он не совершает благотворительность, это называется итак, яги, это жертвоприношение. Папа – это ограничение в чувственных наслаждениях. И дакшина, если он не жертвует, то он обволакивается грехами опять, то есть долг растет. Когда мы в семье заводим детей и начинаем вовлекать их в ягью, тапасию, говорится, мы отплачиваем долги. Только этим. То есть нам не придется отплачивать какими-то чувствами или чем-то. Поэтому говорится, даже есть такое произведение Камапада, где описывается, невозможно отплатить долг детям, потому что это должники нашего прошлого, и мы не вернули им долг в срок. Поэтому они пришли взять долг. Но, говорится, человек может выплатить долг и даже дать сверху, если займет этих детей жертвоприношением, тапасией и благотворительностью. То есть он их очистит, совершит великий поступок, избавится от всех долгов по отношению к нему. Все это будет нейтрализовано. И самое важное, что семья, само понятие семьи, означает для зачатия детей. Таким образом, любой половой акт, который не приводит к появлению ребенка, очень благочестиво, расценивается как очень большая греховная деятельность и сразу же порождает определенный вид страданий, который называется абхипхута. Причинять беспокойство будут другие живые существа, поскольку половой неурочной деятельностью непосредственно, лично контролирует Господь Шива. Лично. Он контролирует каждый половой акт, не связанный с появлением на свет живого существа. И также он контролирует все до одного контрацептивы, он контролирует все виды аборта. Да. Это очень серьезно, поэтому сейчас люди так страдают, они потеряли знание о правильных половых взаимоотношениях. Почему Прабхупада говорит, что этим не бывает секс? Еще какой? Необузданный, незаконный. Это очень большой грех. Очень большой грех. Но поскольку уж мы попали, мы поэтому стараемся. Внутреннюю чистоту, говорится, внешнее омовение, внутреннее воспевание. Мы воспеваем, чистота приходит, мы начинаем оценивать, понимать. Наша вера укрепляется, способность воспринимать. Мы немножко себя начинаем ограничивать во всем. Это ограничение усиливает воспевание, воздействие Святого Имени. Таким образом еще больше чистоты приходит. И так больше надо. Говорится, мы должны избегать особо 2 вещей. Нама-апаратхи и вайшнава-апаратхи. Но говорится, даже нама-апаратхи может очиститься через нама-апаратхи. Нама-апаратхи юкта нам. И что, даже если человек повторяет Святое Имя с оскорблениями, но продолжает повторять и просто старается избавиться, то, несомненно, постепенно даже такое воспевание его избавит от оскорбления. То есть, если мы даже с оскорблением воспеванием продолжаем пытаться дожечь, оно чистится несомненно. Но если человек совершил вайшнава-апаратху, или гуру нинджа, вайшнава-апаратху, это какому-то возвышенному преданному, который посвятил свою жизнь распространению славы Святого Имени. Если мы совершим такую аппаратку, то, говорится, само желание у души служить Богу может исчезнуть. Поэтому, говорится, даже если мы потеряли тело, потеряли, не знаю, богатство, детей, жену, это считается ерунда по сравнению с тем, что мы потеряем желание служить Богу. Значит, мы практически теряем все. Вот такое оскорбление. Но, говорится, со временем оскорбление, тяжелое оскорбление, длительное время закрывает от нас духовную жизнь. То есть в самой душе пропадает желание служить Кришне. А значит, усиливаются все ее кармические проблемы. Они опять падают в короткой материальной жизни. А через некоторое время живому существу возвращают. Только тогда, когда Кришна убедился, что человек в сердце осознал, что он совершил оскорбление, он может вернуть эту способность. Но если он не осознает этого, то
На 100 тысяч жизней может потеряться. Итак, дети, или как бы сутью семейной жизни являются произведением потомства. Иначе, говорится, зачем вступать в брак? Общаться не нужно так. Значит, когда брак рассматривается как возможность наслаждаться сексом, другим сексом, такой брак принесет несчастье этой семье. И самое, вот здесь у меня даже есть цитата из Бхагаватама именно по этому поводу. Вот, Шримад Бхагаватам 3.3. Отношения мужа и жены, которые построены на половом влечении, обернутся большим страданием для их детей. Что наши дети, они в этой тонкой форме получают реакцию, то, что мы этим занимаемся. Кармическая связь живых существ. Есть же карма индивидуальная, семейная, родовая, всякая, планетарная. Даже, говорится, у каждой вселенной есть карма.